Если бы я знала, мне кажется, я бы поступила на бакалавриат в Корею вместо российского бакалавриата. Ребята, всем привет! Я прочитала ваши комментарии под моим видео о моем университете, об университете Чунан. И вы знаете, походу у всех сложилось такое впечатление, что только мой университет является таким большим, красивым. Поэтому сегодня я приехала показать вам кампус университета Сеул-Тэк, Сеульского национального университета науки и технологий. Здесь на магистратуре обучалась моя подруга, с которой я, кстати, сегодня встречусь и проведу маленькое интервью специально для вас. Очень хотелось бы зайти посмотреть, что там, как там внутри, красиво, некрасиво, но меня не пустят, потому что из-за короны в последнее время ужесточили контроль, и, скорее всего, нужно будет студенческое ID для того, чтобы войти в какое-либо здание. Ура! Вот приехала моя подруга. Сейчас с ней вместе будем гулять по кампусу. Приехала Света, моя подруга. Ну, Света, давай, расскажи немного о себе. Всем привет, меня зовут Света, я из России. Я училась в этом университете на магистратуре, отучилась 2 года. Недавно закончила. Я где-то, кстати, прочитала то, что ваш кампус, он является 5-м по величине в Сеуле, но среди всех университетов. Наверное, я могу с этим согласиться, потому что он реально большой. Когда первый раз сюда приехала, я 3 раза потерялась, 3 раза за один день, за один поход в магазин. У вас, получается, это национальный университет? Да, национальный. Не частный, да? Не частный, да. Ага. Поэтому здесь достаточно дешевая стоимость обучения и очень много стипендий, по крайней мере, для иностранных студентов. А какие стипендии, типа языковые, топик? Те, кто учится на бакалавриате, они имеют возможность получить бесплатное проживание в общежитии, бесплатное 3-разовое питание, обучение бесплатное, просто если они будут хорошо учиться и у них GPA будет 3.8 плюс. Да ладно? Да. В общем, насчет общежития есть одно совсем новое общежитие. Его обычно сдают для студентов, которые приезжают на языковые курсы. Еще есть женское общежитие и мужское общежитие. Еще есть одно интернациональное общежитие. А также есть общежития, которые сделаны только для корейцев. Их там, по-моему, 2 или 3. Туда еще входит общежитие для профессоров и так далее. В общем, у нас много разных общежитий. Ого, у вас находятся вот там. прям целый городок у вас. Да. Ты же видела мое видео про мой университет, про мою общагу? И если сравнивать, то у вас комнаты как поменьше, побольше? Общежитие, которое для студентов по обмену и тех, кто приехали на курсы языка, оно примерно такое же, как у тебя, наверное. А остальные общажки, они побольше, конечно. Особенно international students, которые просто как Шидон называется, иностранное общежитие. Да, общежитие для иностранных студентов. Да. Вот, там вообще может быть одиночная комната, она прям как такой полноценный one room, даже, наверное, побольше. Я в такой жила. Во. Как я поняла, у вас общежитие квартирного типа, да, идет? Ну, такие, да, есть. Ага. А то, которое обычное женское, оно, мне кажется, чуть-чуть побольше, чем твое. Тем более там совсем недавно сделали ремонт, так что там тебе все по-человечески. Ну, клево. Где? Вот, 40-е здание. Все здание это для кафедры английского языка? Да. Как и в моем университете, тут у каждого факультета либо кафедры есть свое собственное здание. Например, 40-е это было здание факультета английского языка, в то время как вот это здание искусства и дизайна, а вот это здание принадлежит факультету информационно-коммуникационных технологий. Вот это здание предназначено для малого бизнеса и стартапов. Также в этом университете есть 2 библиотеки. Одна библиотека для восточной литературы, а другая для западной.
Я уже молчу об огромном футбольном поле и природной красоте этого кампуса, которую, к сожалению, зимой очень сложно разглядеть. Поэтому давайте я вам кратко покажу, как выглядит кампус университета Сеул Тэк в теплое время. Так, Света, вот это вот тоже ваш университет? Вот те здания? Да. И вот те, и вот это, все наше, вот там. Ну, просто огромнейший университет. Я просто не могу поверить, насколько он огроменный. Кстати, интересный факт. Тут снимались несколько знаменитых дорам, таких как «Сыр в мышеловке», «Фея тяжелой атлетики» и «Это жизнь наша первая». Ребята, нам стало очень холодно, и в итоге мы зашли в одну кафешку, заказали курочку, и сейчас будем тут согреваться и есть. Воспользовавшись моментом, хотела Свете задать пару вопросов, которые у меня остались. Ну, во-первых, хотела спросить, а с чего началось это вот увлечение Кореей? Мое увлечение Кореей началось еще с школы, где-то класса с 10-го. Я начала смотреть дорамы, потом узнала о кей-попе, а потом решила связать свою жизнь с востоковедением. Насколько я знаю, ты уже была в Корее пару раз, еще до того, как поступила на магистратуру. Да, правильно. Я поступила на востоковедение в высшую школу экономики, затем нас летом отправляли на языковые курсы в Кунмин. На 1 месяц там мы познакомились с Айданой. На 3-м курсе нас отправили на стажировку. Меня тоже отправили в Кунмин. Там я проучилась 4 месяца как студент по обмену. И когда я выпустилась из вышки, я решила поступить в магистратуру в Корее. Еще хотела спросить, то есть при поступлении в магистратуру, вот в Сеул Тэк, в Квагиде, какой примерно у тебя был уровень по английскому и корейскому языку? Ну, для поступления нужно сдать корейский топик выше 3-го, то есть нужно иметь либо 3-й, либо выше, либо или вместе. Они могут требовать еще IELTS, но я не сдавала конкретно IELTS, я сдавала адаптированный IELTS от вышки. По вышкинским стандартам я сдала его где-то на 80 баллов из 100. Это примерно Advanced Upper Intermediate, Ну, выше да, Upper Intermediate. где-то там, да, вот так посередине. Понятно. И еще такой вопрос. Ты училась, получается, на платном или получала стипендию во время обучения? На магистратуре я получала стипендию. Я поступила на 75% скидку на обучение. Вот, вообще они дают всем магистрантам, которые, на 1-й семестр, они дают всем 50 гарантированно процентов, но если у вас хорошая успеваемость и хорошее знание языка, они могут дать 75 или 100. Это зависит от департамента. На моем департаменте максимальная скидка только 75%. И хотела сказать, добавить то, что вот стипендии, про которые говорит Света на 1-й семестр, это именно те стипендии языковые, о которых я говорила вот в моем прошлом видео. Можете тоже это видео сейчас пойти посмотреть. Еще немного хотела у тебя спросить про твой университет. Какие именно у вас знаменитые там специальности, кафедры? Как ты знаешь, у нас в Чунане очень, например, знаменитые кафедры, связанные с искусством, культурой, актерским мастерством и так далее. У вас, например, как стоит ситуация с этим? Насколько я знаю, у нас достаточно хороший факультет дизайна и архитектуры. Там очень большая академическая нагрузка. Также я знаю машиностроение.
и инженерия. Ну, у нас же университет технологический, технологии и науки. Вообще в вашем университете много ли СНГшников, то есть русскоязычных студентов? Например, у нас в Чунане, как ты знаешь, СНГшников вообще нету. Это, кстати, одна из причин, почему я поступила именно в Чунан, для того, чтобы практиковать корейский, английский язык. Вообще, на самом деле, у нас и студентов по обмену много, и очень много приезжает из СНГ именно учиться, поступать. Они сначала поступают на языковые курсы, а потом в университет, но есть также и много тех, кто уже сразу приезжает в университет, на бакалавриат. Очень много на бакалавриат приезжает из СНГ, из Узбекистана. Из Казахстана тоже есть, но мне кажется, поменьше. Хотела вот напоследок спросить, как тебе вообще понравилось учиться в этом университете? Понравилась ли тебе Корея? Ну, учиться в университете мне очень понравилось. Кампус просто замечательный, и профессора я тоже считаю просто замечательные, потому что здесь очень много возможностей предоставляет сам университет. 2 года здесь были просто вот так вот пролетели, я даже не заметила, мне очень понравилось. На этом хочу завершить наше видео сегодняшнее про университет Сеул-Тэк, Сеульский национальный университет науки и технологий. Надеюсь, вам это видео понравилось. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Мы зашли вот в кафешку покушать, поболтать. Ладно, я это вырежу. Во-первых, Света, с чего началась вот эта вот еще? Что еще я у тебя хотела спросить?